Смотрите, объявился. Наконец-то объявился. Слава богу. Это как будто на месте. Какие один. Потому что только один канал, когда скоро будет нам. Отправить в прямиком. Тогда не прямиком. Но я хочу интернет. Хочет интернет. Но пока не могу. Надо найти. В общем, папа канал лайк, комментарий. Пожалуйста, комментарий, лайк. Я буду очень мега рад. С вас не зачем помогите, погнали. Подождите, поехали. Успей оформить карту Тинькофф Блэк с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Здравствуйте. Я тут узнал, что у Бестригина появился Бусти. Там он будет делать реакции на аниме. Мы знаем прекрасно, что в Ютубе нельзя смотреть его. И причем недорого, всего 100 рублей на базовую. И кстати, если вы купите подписку выше, то вы можете в определенный момент пока голосовать по поводу нового аниме. Ну что ж, ссылка в описании. И да, кто подписался, тот попадет в конец. PlayStation 6 это 100 терафлопс чистейшей производительности. Это 10 SSD накопителей, которые загрузят любой объем данных за секундочку. Это 16К разрешение, это 240 FPS. Это настолько реалистичная трассировка, что вы хрен отличите ее от настоящей. И все это за сущие копейки, за 10 тысяч долларов. Это вы, конечно, задвинули, глава PlayStation. Спасибо вам, глава Xbox. Ладно, передайте Microsoft презентовать настоящее, нормальное игровое устройство. Какое нормальное? У нас абсолютно одинаковые консоли, у нас абсолютно одинаковые игры. Никому наши консольные войны не интересны. Посмотрите, презентация PlayStation 6. В зале ни одного человека. В онлайне один человек есть, да. Но я точно знаю, что это Габен, и смотрит он все это в фоне, пока играет в Dota 2. Да не расстраивайтесь, PlayStation. Сядьте в зале, расслабьтесь. Чтоб удобнее было обтекать. Значит так. Сегодня компания Microsoft объявляет об открытии второго фронта консольных войн. Слышишь нас, Габен? Передай это Тиму Куку немедленно. Microsoft сообщает, что сегодня мы возрождаем Windows Phone. Опа! А Sony Xperia до сих пор доступна. Покупайте. Сраный оверпрайс на Android. Хотя бы есть, в отличие от вашего. Зато у нас свое. Какое свое? Мертвое? Запускает игры из-под Windows. Какие игры? Габен, слышишь? Запускает игры из Steam. Поставь лайк, Габен. Габен, у нас тоже игры из Steam, наши игры в Steam. Подпишись на наш канал PlayStation, Габен. Габен, распространяй эту весть, слышишь? Так, свали ты отсюда, что ты задрал? Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про будущее игровых консолей. Благо тираннозавры игрового рынка подняли головы. Те самые люди, которые долгое время возглавляли самые крутые игровые компании. Речь идет о компаниях Xbox и, естественно, о компаниях PlayStation. Примерно в одно время дали интервью Шон Лейден, это бывший глава PlayStation Studios. Классный дядька, почему его сместили? При нем все было так хорошо. Да.
А сейчас PlayStation Studios руководит Хермин Хюльст, это бывший глава Guerrilla Games. И вот при Лейдене такой фигни не было. Да, и Питер Мур тоже дал интервью. Это бывший руководитель Xbox. Известный человек, мы его регулярно вспоминаем. Питер Мур — это человек с долгой историей в игровой Очень индустрии. долгой, да. Это глава Sega of America. Человек, при котором закрыли Dreamcast. Он говорил, я не понимаю, почему Sega закрыла консоль Потому что Dreamcast. не сыканули. Питер Мур как-то говорил, что вот у них был план, что надо делать, как надо двигаться. А японское подразделение Sega подрулило с полными штанами, ну, известно чего, и сказала, мы проиграли. Да, потом он возглавил, естественно, подразделение Xbox в Microsoft и тянул его так лихо, что унижал в одну калитку всю PlayStation со всей ее мощью. А потом он перешел в Electronic Arts, работал над спортивной серией, а потом вообще ушел руководить каким-то футбольным клубом. Не каким-то, а Ливерпулем. Так вот, дорогие друзья, новость. Блин, не смотрите, пожалуйста, на этот палец. Я его очень больно прищемил дверью. Это был просто... Да. Аккуратней надо было, Виталик. А то жимкнуло, понимаешь? Да. Виталик на себе испытал, что такое жим-жим. Самому я смотрю на это и думаю, господи, ноготь отвалится, Да ты не ничего нервничай, не останется. нервничай. Кстати, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал в поисках удивительных историй не только об игровой индустрии. Так вот, новость. Бывший глава Xbox прочит конец игровым консолям. И Питер Мур заявил буквально следующее. Ребята, я сомневаюсь в том, что у Microsoft есть силы и желание продолжать дальше развивать игровую консоль Xbox. Более того, я считаю, я сейчас говорю от лица Питера Мура, я считаю, что Nintendo и PlayStation тоже в будущем откажутся от игровых консолей. Питер Мур считает, что будущее игровой индустрии за мобильными устройствами и персональными компьютерами. Современные геймеры, они про мобилочки, про ПК, там еще в облако Мур плюнул. Ну, в смысле как? Мур сказал, что облако там когда-то что-то кому-то куда-то разовьется, и из этого может быть как-то что-то получится. И Питер Мур сравнил игровую индустрию с музыкальной индустрией, что когда-то там были вот виниловые пластинки, все такое, а сегодня это сервисы, там Spotify, Apple, и, в общем, про винил мало кто помнит. Нет, люди этим занимаются, некоторые это все коллекционируют, помнят, любят, но это такое локальное решение, а никоим образом не массовая индустрия. По словам Мура, игровые компании, имеется в виду платформодержатели Sony, Nintendo и Microsoft, часто задаются вопросом о необходимости вливать десятки миллиардов долларов в разработку новых игровых устройств, а затем терять еще миллиарды после их запуска. Цитата. Готовы ли эти компании инвестировать миллиарды? Готовы ли они к тому, что геймеры могут не принять консоль и просто сказать, знаете что, мне это не нужно, времена тяжелые, у меня есть телефон и мне его вполне хватает. И Питер Мур, можно сказать, набросил, как так-то консоли уже неоднократно хоронили, а они до сих пор живы. И действительно, консоли одно время начинали хоронить. Произошло это в период, когда на мобильных устройствах начали появляться проекты типа мобильной версии Dead Space, типа там Deus Ex The Fall. Появились разговоры от особо передовых аналитиков, что, мол, вот, игровое устройство в кармане, теперь нормальные игры будут на таких устройствах. Там, кстати, где-то есть Nintendo со своими DS-ками, но это свой мирок. Вот теперь все игры начнут двигаться в этом направлении. Потом вышла PlayStation 4, сказала хрена вам лысого, продемонстрировала великолепный старт, великолепные показатели продаж. Игровые консоли, ну точнее PlayStation 4, вздохнула полной грудью после спорной PlayStation 3. Вроде все неплохо, там все Xbox One было плохо, но кто на тот Xbox One тогда особо смотрел? Тема со смертью консолей как-то подрастеряла свою актуальность. Однако рынок мобильных устройств, рынок смартфонов неплохо так развивался и видоизменялся. Если все начиналось с таких упрощенно, примитивно, даже убогих версий больших игр, впоследствии выросло в огромнейший рынок донатных помощников.
помоек. Да, на смартфонах во многих играх все не очень с геймдизайном, но все очень... Где не очень с геймдизайном? Ну, было хорошо. Vampire Survivors Да, на да, смартфонах доступна лучшая Давай. игра Ладно, так, на смартфонах... последнего времени. На смартфонах специфические решения по геймдизайну, но там все очень и очень хорошо. Death Stranding идет на Вот, твоих айфонах. естественно, правда, не очень хорошо идет, как и Идет. Resident Evil 4 Remake. Ну, идет 6 кадров. Нет, нормальные Ну, кадры я набрасываю, показывают, да. Ну, не так хорошо, как, возможно, хотелось бы, тем не менее, это первый шаг. Я к чему? Если когда-то давно игры на смартфонах пытались быть младшими братьями своих больших игр с консолей, потом они стали Raid Shadow Legends, опять же, утрированно, и начали показывать просто сумасшедшие какие-то доходы и еще более сумасшедшую прибыль. И смартфоны тоже развивались. Давайте вспомним, что такое смартфоны во времена там первого, второго, третьего айфонов и что такое смартфоны сегодня. Посмотрите на эту колоссальную Да не разницу. о смартфонах речь. Дело в том, что Питер Мур, как и многие другие люди, справедливо замечают. Ребята, вы видите динамику, вы видите, куда все это катится, вы видите, что молодое поколение стало в разы меньше интересоваться игровыми консолями. Просто потому, что смартфон предлагает плюс-минус то же самое, плюс к этому он у тебя всегда в кармане, а молодое поколение, к сожалению, очень редко закрепляется на одном месте, быстро туда-сюда переезжает, ситуация в мире быстро изменяется, там предложили отличную работу, поехал, здесь предложили хорошую работу, вернулся. При таких условиях иметь дома, которого нет, телевизор огромного размера и, естественно, игровую консоль, ну как-то несподручно, в то время как вот этот малышек, он всегда с тобой, и этот малышек позволяет тебе спокойно играть в более-менее приятные, адекватные игры, тем более, что инди-разработчики туда уже лавиной хлынули и выпускают в том числе самостоятельные, так сказать, премиальные продукты, ну, имеется в виду с конечной стоимостью, а не с бесконечной, как в случае донатных помоек. А в случае с ПК Питер Мур, скорее всего, имел в виду ноутбуки, которыми люди сегодня активно пользуются, опять же, мобильность. Если рынок мобильных устройств прошел свой путь к сумасшедшим прибылям и донатным помойкам, то консольный рынок вот в последние пару лет тоже подошел к одному очень интересному рубежу. Рубежу, с которым связаны занятные факты. Факт номер первый. Пользовательская база консолей уже не демонстрирует какой-то бурный рост. Мы регулярно видим новости о том, что PlayStation 5 как-то подотстает в плане темпов продаж от PlayStation 4, ну, Xbox Series, он опять же где-то там на уровне Xbox One бултыхается. На этом фоне мы видим, что платные подписочные сервисы, будь то PlayStation Plus или инновационный Xbox Game Pass, не демонстрируют тоже какого-то бурного роста. Количество подписчиков где-то там вот растет, увеличивается, да, вот именно растет, падает там. PlayStation Plus падение, вот, а у Xbox Game Pass, к сожалению, рост, но благодаря тому, что они просто все подписочные сервисы теперь называют одним словом. Именно так Xbox Live Gold переименовался в Xbox Game Pass Core. Ну, там была пандемия, постпандемия. То есть, опять же, нет роста. Вот какая ситуация происходит. На этом фоне мы наблюдаем очевиднейший кризис крупной индустрии. Вот этой трипл-квадрупл, вот этой индустрии, когда бюджеты растут, бюджеты достигают каких-то астрономических показателей. Чтобы игры отбивались, им нужны астрономические продажи. А это в условиях, когда пользовательская база консолей, ну, как-то вот на старом уровне остается, оказывается очень серьезной проблемой. То есть бюджет крупной игры у тебя значительно вырос, там до сотен миллионов долларов, что голливудские блокбастеры снизу вверх смотрят, такие, ёлы-палы, куда вы эти бабки вливаете? Хотя голливудские блокбастеры в той же яме сейчас находятся. А тебе бюджет этого блокбастера игрового надо отбивать примерно на той же, если не чуть меньшей, пользовательской базе. А теперь смотрите за ситуацией. Да, все верно. Игровые консоли не демонстрируют роста. Я имею в виду пользовательской базы. То есть число покупателей Xbox 360 и PlayStation 3 было больше, чем покупателей PlayStation 4 и Xbox One. А сейчас число покупателей PlayStation 5 и Xbox Series меньше, чем предыдущего поколения. Явная деградация видна. И аналитики, естественно, отслеживают эти тенденции. Они видят быстро развивающиеся рынки,
это, естественно, мобилки и ПК, и смотрят на консоли как уже на явного аутсайдера. И при этом у консолей действительно огромная проблема. Консоли могут жить только если на них хорошо продаются AAA игры. Хорошо, это значит 10-20 миллионов копий. Естественно, каждая из этих игр стоит $70, 30% платформодержателю, платформодержатель кайфует. Однако, если мы посмотрим сегодня на ситуацию, особенно если мы посмотрим на ситуацию 2024 года, мы увидим, что AAA игры проваливаются. Более того, они демонстрируют явную деградацию. Что Отряд самоубийц, что этот Skull and Bones, которые по графике отстают, значительно отстают и по возможностям, в общем-то, от игр, с которых их пытались копировать 2015 или там 13 годов. Имеется в виду Assassin's Creed 4 Black Flag и Batman Arkham Knight. Ну, то есть ты смотришь на вот это, ребята, вот старые консоли показывали вот эту графику. Новые вот эти вот с SSD и прочими терафлопсами показывают нам вот это. При этом эти говноигры стоят вот столько, к ним еще пришивается боевой пропуск и обещание путешествия длиной в 10 лет. Люди это не покупают. Но именно в игры-сервисы уперлись крупные игровые компании, потому что ничего другого они видеть не хотят. А пользователи не хотят эти игры покупать. Добро пожаловать! Есть ряд игровых компаний типа Capcom, которые делают прекрасные одиночные проекты. Вот скоро у них будет Dragon's Dogma 2, гринделка в открытом мире, ну, ролевая экшен-РПГ, так сказать, в открытом мире. Люди ее ждут. Недавно был Hogwarts Legacy. Все ждем дополнения для Elden Ring. Прекраснейший Baldur's Gate 3. Одиночные крутые игры показывают результат. Но крупным же издателям этого мало. Они же тратят на свои игры квадруплые бюджеты. И именно поэтому они загоняют разработчиков в вот очень узкие рамки, что приводит к падению продаж и... К сожалению, это также может привести к тому, что игровые консоли скоро, если не перестанут существовать, то очень сильно видоизменятся, потому что платформодержателям не будет никакого смысла вкладываться в разработку нового железа и поддержание. И тем более они не захотят, как это было раньше, продавать консоль значительно ниже себестоимости, потому что как мы это, отобьем? Если вот начало года, вот представьте, начало этого года были ставки на Skull and Bones и Отряд самоубийц, денег нет, держаться не за что. Слава богу, вышел Helldivers 2 на PlayStation. Спасительная, соломинка. Так все, других хитов начала этого года для PlayStation никто не предусмотрел. Зато есть Palworld, который принес своим создателям астрономические деньги. Правда, это по меркам мелкой японской студии. Эта игра стоит $30. Да, в том-то и дело. Эти 30% с Palworld это 10. Там еще и микротранзакций еще нету, пока нет микротранзакций. Да, вот эти вот традиционные домашние консоли, ведомые крупными издателями, катятся в очень интересное место. У нас есть высокотехнологичные устройства, которые ни хрена не оправдывают свою высокотехнологичность. У нас есть игры, которые отличаются только тем, что выглядят хуже, чем их предшественники десятилетней давности. При этом эти игры должны двигать консоли, они особо не двигают. Да, консоли это все еще прекрасное, недорогое сравнительное устройство там для Fortnite, для FIFA, для колды. Надолго ли этого эффекта хватит? Надолго ли хватит консолей? Точнее, надолго ли хватит платформодержателей, чтобы их устраивали показатели там FIFA, колды, Fortnite? Ну вот, допустим, представьте себе будущее. Выходит PlayStation 6 там, через несколько лет. И внезапно оказывается, что самыми продаваемыми играми для нее это условный футбол какой-нибудь от Electronic Arts и Call of Duty. Все, допустим. И ладно, есть еще рядом какой-нибудь Fortnite, Apex Legends, но это условно бесплатные игры. Там, конечно, люди донатят, но не так активно, как бы, наверное, этого хотелось. И вот выходят эти вот игры. Многие люди покупают консоль только ради одной игры. И вот он ее купил и играет. А больше ничего не выходит. Ну ладно, есть маленькие игры от небольших издательств и от инди-разработчиков. И на этом все. Доходы резко схлопнутся, и после этого компания Sony вполне может сказать: да гори оно все синим пламенем, нам это нафиг не надо, просто выпускаем свои игры. Да, уже далеко не такие дорогие, да, уже далеко не такие проработанные, сразу выпускаем в Steam, там на Xbox, на Nintendo Switch 2, да похрену. Xbox тогда уже может и не быть, или будет в каком-то полусонном состоянии. Да, вот о чем говорит Питер Мур. В условиях падения продаж, в условиях
кризиса крупной индустрии, в условиях, когда платформодержатели снова и снова не досчитываются каких-то денег. Они смотрят на эту ситуацию, а они понимают, что в разработку консолей надо вложить огромные деньги. Миллиарды, если не десятки миллиардов долларов. Вложить в разработку, вложить в продвижение, выпустить эту консоль на рынок. Это ж не, это внезапно, да, никто бы мог подумать, что это очень непростая, рискованная задача. И в определенный момент бухгалтера, которые сейчас руководят Sony, во главе с Хироки Тотоки, соберутся и скажут: а может как-нибудь просто будем везде выпускать свои игрушечки и зарабатывать на этом деньги? Смотрите, что говорит бывший руководитель PlayStation Шон Лейден. Шон Лейден уверен, что выпуск эксклюзивов только на PlayStation или Xbox — это большая ошибка. Эксклюзивы нужны для того, чтобы бороться с конкурентами. PlayStation в текущей ситуации больше не с кем бороться. Nintendo — это свой отдельный мирок. Xbox самоустранился, это уже очевидно. Я, да, правильно, тоже сомневаюсь, что следующий Xbox увидит свет. Даже если увидит, то, скорее всего, он будет на платформе Xbox Series, ну, допустим, меньше, без привода, вот что-то такое дешевенькое. Пожалуйста, купите Game Pass, играете. Или околоимиджевое типа этого Surface. Да. Естественно, в раскрутку которого никто не будет вкладываться особо. И поэтому Sony сейчас нет смысла выпускать эксклюзивы только на PlayStation. Что говорит Шон Лейден? Цитата. Когда затраты на игру превышают 200 миллионов долларов, эксклюзивность становится вашей ахиллесовой пятой. Она сокращает ваш адресный рынок. Особенно если вы работаете в игровом бизнесе с играми-сервисами или условно-бесплатными продуктами. Еще одна платформа — это просто еще один способ открыть воронку, вовлечь в нее больше людей. В мире условно-бесплатных игр, как мы знаем, 95% этих людей никогда не потратят ни копейки. В бизнесе главное конверсия. Вы должны повысить свои шансы, открыв воронку. Helldivers 2 доказала это на PlayStation, одновременно выйдя на ПК. Шон Лейден, да, там продолжает рассуждать о том, что чем больше вы открываете эту пресловутую воронку, тем больше людей приобщается к вашим проектам, тем больше денег вы получаете. Опять же, проблема роста бюджетов, о чем говорит Шон Лейден. Если раньше с теми бюджетами из далекого прошлого, когда 100 миллионов долларов считалось чем-то астрономическим, компании могли, платформодержатели в том числе, могли себе позволить потратить эти деньги, выпустить игру только на своей платформе, потом гордо сказать: не нравится, не покупай. То сейчас Sony не нравится. Как это не покупай? Как это не покупай? Нам нужны хоть какие-то деньги, хоть откуда. Возьмите, пожалуйста. Также Шон Лейден говорит, что все эти подписочные сервисы, типа Game Pass и PlayStation Plus, имеют один ограничивающий фактор, очень критический и проблемный. И именно поэтому я очень сильно сомневаюсь в будущем того же Game Pass. Почему? Потому что, по словам Шона Лейдена, это не место для AAA игр. Что он имеет в виду? Когда ты вкладываешь большие деньги в разработку, естественно, ты хочешь, чтобы эти деньги отбивались не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Но когда ты выпускаешь игру в Game Pass, ты получаешь от Microsoft фиксированную сумму, и после этого игра перестает продаваться. Шон Лейден привел пример, когда Horizon Zero Dawn выпустили в PlayStation Plus, и внезапно продажи в долгосрочной перспективе обвалились. И это очень сильно не понравилось боссам Sony. Боссы Sony были разочарованы таким подходом и решили никогда такой опыт больше не повторять. Но это нам также говорит о том, что компания Microsoft, создавая игры, в том числе для Game Pass, вряд ли будет вкладывать астрономические деньги в их создание. С другой стороны, новость. Sea of Thieves пользуется огромной популярностью на PlayStation, обойдя Rise of Ronin и Stellar Blade. Дело в том, что скоро на PlayStation 5 состоится релиз кооперативного пиратского приключения Sea of Thieves, и игра стала доступна для предварительных заказов. И в ряде регионов предзаказы Sea of Thieves обошли предзаказы Rise of Ronin и Stellar Blade. То есть люди на PlayStation просто хотят поиграть в Sea of Thieves. Кто бы мог подумать, хорошая игра, которая отлично развивалась, которая сейчас предлагает много интересного контента, внезапно оказалась нужна людям на PlayStation. Microsoft не прогадала, Microsoft заработает какие-то деньги на Sea of Thieves. Итак, что мы имеем на консольном рынке? На мой взгляд, очевидный технологический тупик. Когда консоли, радовавшие нас красивыми заявлениями маркетологов об SSD, терафлопсах, там 10-12, вы только посмотрите, оказались
прикольными устройствами, не более. Красивые технологии на бумаге в реальности нас привели к 30 кадрам. Причем к 30 кадрам в играх, которые не радуют высокотехнологичными решениями. Там разработчики Dragon's Dogma 2, игра не то чтобы отстойно выглядит, она выглядит приемлемо. Но какого хрена там плавающие 30 кадров? Какого хрена в Gotham Knights на старте было 30 кадров? В Plague Tale Requiem было 30 кадров? Какого хрена сейчас, наблюдая игры, которые по графике зачастую отстают от проектов десятилетней давности, я, вижу те же самые 30 кадров. Кстати, в нечестном разрешении 4К. Потому что там активно используется этот upscale от AMD. То есть это даже не 4К, это растянутое до 4К изображение. Вот что мы наблюдаем. Мы наблюдаем лютый кризис игр-сервисов, крупных игр-сервисов от западных компаний, которые не приносят деньги. А когда крупная игра-сервис не приносит деньги Warner Bros., это означает, что она не приносит деньги и компании Sony, которая, глядя на рекламную кампанию Suicide Squad, облизывалась, понимая, что 30%, вот 10 миллионов копий Suicide Squad продастся, плюс микротранзакции, ёлы-палы, 30% с $1 миллиарда, это ж 300 миллионов баксов, ю-ху-ху-ху-ху. А тут случилось то, что случилось. На этом фоне новость. Продажи консолей и игр в Великобритании идут на спад. Продажи консолей упали на 33%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Именно так. О чем это нам говорит? Дело в том, что, да, пока консоли никто, естественно, хоронить не будет, но будущее их весьма туманно. Можно заметить, что уже крупные игровые компании заявляют нам о том, что, ребята, мы уходим на мобилки, по крайней мере, что касается игр-сервисов. Можно сказать, и слава богу. Но, пожалуйста, компания Ubisoft уже тестирует новый Heroes of Might and Magic, который, правда, делают китайцы, ну, естественно, из Tencent, и это, естественно, донатная помойка с гачей, но называется Heroes of Might and Magic, и эта игра скоро выйдет. Warner Bros. Мечтает тоже хорошо о себе заявить на мобильном рынке. Electronic Arts, опять же, через китайский Tencent пытается пробиться на мобильный игровой рынок. Они там то ли уже выпустили, то ли нет. Игру под названием Command & Conquer Legions, или как-то там, тоже донатная помойка с гачей. Компания Tencent, такое ощущение, что рискин одной и той же игры делает. Это Command & Conquer, вот пожалуйста. Heroes of Might and Magic, ну пожалуйста. Геймплей плюс-минус одинаковый. Просто картинку меняет и все. Естественно, компания Sony смотрит на это и плачет горючими слезами. 30% Тиму Куку, они там на его месте должны быть мы. Но в итоге, да, все действительно меняется. И в 2024 году игровой рынок является прекрасной демонстрацией того, в какую сторону он меняется. Вы только посмотрите, как этот год начался. Мне кажется, прекрасно. Потому что крупные компании своими играми демонстрируют провал за провалом. Худшие игры этого года от лучших игровых, ну по деньгам, естественно, от лучших игровых компаний. В то время как инди-разработчики те хреначат хиты один за другим. Да, им плевать на графику. У них, слава богу, нет денег на графику. И они отталкиваются от идеи. Их идеи нравятся людям. И люди говорят, да, дальше, давайте. Такая иногда чушь взлетает в Стиме. Ты смотришь на эти игры, не понимаешь, как они могут кого-то заинтересовать, типа того же Баллатра или Backpack Hero, который тоже недавно взлетел. А потом ты это покупаешь, начинаешь играть, и внезапно уже где-то, когда светает, ты такой смотришь в окно, о господи, столько времени прошло. Да, инди-разработчики знают, что такое игры и почему игры увлекают. А вот эти вот квадруполые бюджеты, к сожалению, привлекают огромное количество, ну я не скажу, что дармоедов, огромное количество профессионалов игровой индустрии, которые, к сожалению, при помощи кучи контента не могут сделать конника, извините. Вот у них вот эта куча контента, вот она была и есть. Вот кучу контента мы вам насрали, разгребайте самостоятельно. Поэтому, если рассуждать о каком-то светлом будущем консольной игровой индустрии, на наш взгляд, то здесь знакомые будут ориентиры. Внезапная Nintendo и не менее внезапный Габен. Что показала компания Nintendo, выпустив Nintendo Switch? Они, по сути, ушли с крупного консольного рынка. Они окончательно обрубили себя от этой консольной гонки графических вооружений. Как оказалось, все правильно сделали, потому что эта гонка сейчас зашла в какой-то абсолютный тупик. Кстати, новость. Digital Foundry считает, что PS5 Pro не сможет обеспечить 60 кадров в секунду в
во всех играх. Все, это уже вот такой вот какой-то странный бег на месте, когда растут только цены, но не растет какой-то эффект. На этом фоне решение Nintendo сделать недорогое гибридное устройство выглядит великолепно. Да, тот самый условный мобильный молодой человек сегодня, он играет где-нибудь в дороге, приходит домой, подключает это к телевизору. Nintendo Switch сразу бьет по рукам разработчикам, которые хотят в графоне. Nintendo предвосхитила эволюцию игровых консолей. Она уже тогда задумалась, нашим главным конкурентом является не PlayStation и не Xbox. Это уже прошлый век. Слава богу, что компания Nintendo это подумала. Нашим главным конкурентом является вот это. Поэтому мы должны предоставить нашим клиентам, будущим, потенциальным, тот форм-фактор, который их устроит. И они придумали Nintendo Switch. Nintendo Switch, понятно, надо обновлять. Я очень надеялся, что они будут регулярно выпускать новые версии Nintendo Switch с новыми чипами, чтобы они эволюционировали плюс-минус так же, как и айфоны. Ну, чуть лучше, чуть быстрее. Я надеюсь, что вот когда выйдет Nintendo Switch 2, он действительно потянет всю линейку современных игр, как это делает тот же самый Steam Deck сегодня. И что важно, этот условный Switch 2 предложит адекватную сетевую инфраструктуру, чтобы игры-сервисы более-менее популярны, ну нам от них никуда не деться, они, естественно, были, есть и будут, хорошо работали на этой консоли, потому что сейчас у Nintendo Switch есть одна забавная особенность. Крупные игры-сервисы от сторонних издателей на этой консоли особой популярностью не потому пользуются. что чипы, графика и все А остальное. там же все еще надо делать этот лютый соплестрой Я не через смартфон, чтобы голосовым голосом общаться с другими игроками. Да, то есть вот эти вот вещи Nintendo нужно решать. Так, опять же, Габен со своим Steam Deck'ом наглядно показывает, как эти вещи можно и нужно решать, и что на современном рынке портативных, ну или гибридных устройств Мне кажется, что обучик сказал, как КБ. И так далее. То есть как так и так далее. Они как Xbox и спокойно может существовать не только Nintendo Switch. Поэтому, если бы меня сейчас попросили нарисовать какое-то светлое будущее игровых консолей, то я бы сказал, нахрен гонку вооружений, акцент на сравнительно недорогом устройстве, можно стационарном, но при наличии его мобильной какой-то версии. Сделать так, кстати, по пути Nintendo пойти, чтобы это мобильное или портативное устройство не пыталось быть заменой смартфону. Это должно быть игровое в первую и в главную очередь устройство. Для смартфонных задач есть смартфон. Не надо прыгать по граблям PlayStation Vita. Не надо пытаться делать аналог смартфона, поскольку это повысит стоимость устройства. Вот вам две камеры, одна спереди, другая сзади. Вот вам тачскрин, вот вам, естественно, тап-площадочка сзади. Вот вам курочки, вот вам стики. Вот вам, естественно, GPS-модуль для того, чтобы можно было узнавать свою геолокацию. Вот вам подключение к сети, вот вам браузер, вот вам YouTube, вот вам самые разнообразные приложения. При этом для чего это устройство надо? Для того, чтобы в игры играть. Так может быть не надо вот это вот все. С этим прекрасно справляется вот этот вот аппарат. Давайте вы просто дадите устройство, вырежете нахрен всю эту ненужную функциональность и оставите только то, ради чего люди его и покупать будут, И именно поэтому в следующем поколении консоли я делаю большую ставку на Nintendo Switch 2 с надеждой, что Nintendo не обосрется, то есть не придумает что-то такое принципиально новое, что, естественно, приведет к удорожанию устройства и к его неудобности для конечного потребителя. Я также делаю небольшую ставку, если бы PlayStation руководили грамотные люди, если бы, примерно вот как мы, естественно, дорогие друзья. Подписывайтесь. Да. Так вот, и, кстати, подписывайтесь на наш Boosty, там тоже иногда светлые мысли мелькают. Так вот, если бы PlayStation руководили мудрые люди, они бы еще поколение PlayStation 5 сделали таким, как Nintendo Switch. Да, принеся в ущерб графику. Да, принеся в ущерб скорость работы. Да, с несколькими ограничениями. Но Nintendo доказала, что за этим форм-фактором будущее. Он наиболее удобен для
для современного поколения геймеров. Поэтому PlayStation 6, на мой взгляд, сможет выстрелить только если это будет устройство по производительности. Да, возможно, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, но при этом в форм-факторе Nintendo Switch, чтобы его можно было в любой момент взять с собой и играть откуда угодно, а не этот убогий костыль PlayStation Portal, который вообще непонятно зачем существует. И, кстати, насчет будущего консолей и их производительности. Давайте взглянем на современную индустрию. Там сейчас доминируют игры-сервисы. Игры-сервисы, которые не гонятся за передовой графикой, а которые при этом постоянно оглядываются на мобилки. Genshin Impact. Посмотрите, вот что такое сегодня супер успешная AAA игра. Да, ну и в финале мы сейчас обрисовали грустное будущее для людей, которые привыкли играть напротив больших экранов с геймпадами, развалившись в кресле. А как же, как в футбольчик поиграть? Даже если исчезнет Xbox, даже если исчезнет PlayStation, всегда останутся ушлые китайцы, которые, я надеюсь, и я не понимаю, почему это не делает Габен из Valve, сделают тебе портативное устройство на базе SteamOS с возможностью запускать Steam, а в Steam-то вы найдете абсолютно все. И от Microsoft, и от Sony, и от огромного количества других издателей. Китайцы будут просто брать начинку какого-нибудь ноутбука, ее там переформатировать. Понимаешь, это устройство, которое не привязано к поколениям. Его ты можешь масштабировать как угодно. В этом его заслуга. Пора уже отказываться от поколений. Надо следовать путем, игровых смартфонов, которые эволюционируют по чуть-чуть, постепенненько. Хочешь, купил новую версию. Не хочешь, задержался на 5 лет, потом купил новую версию. Новые игры уже не идут нормально. Перешел на следующий. Тебе достаточно играть в какие-нибудь пиксельные такие игрушечки. Купил себе самую дешевую версию и наслаждаешься ей. Вот в какую сторону нужно смотреть. И, дорогие друзья, если у вас есть другое мнение, вы считаете, что надо наращивать производительность, надо там PlayStation 6, чтобы уже как 4090 RTX, чтобы Xbox там рвал металл, чтобы каждая Всё консоль это баксов превращалась за 200. вот такую вот, и все это максимально дешево. Этого будущего уже не будет. Потому что, как сказал Дженсен Хуанг, глава Nvidia, закон Мура мертв. Мы тогда над ним так посмеялись, но по фактам-то это так и есть. Потому что, к сожалению, новые техпроцессы уже не позволяют чипам быть такими дешевыми. Чипы получаются очень дорогими, значительно дороже, чем было раньше. И именно поэтому, дорогие друзья, новое поколение консолей, если производители их будут гнаться за сырой производительностью, будут стоить очень дорого. Посмотрите, просто загляните там в интернет, посмотрите, сколько сегодня стоит 4070, 4080, 4090. 4090. А примерно эту производительность должны взять будущие игровые консоли. Там хотя бы 4060 взять и цену хотя бы в Пора 700 оставить. зафиксироваться. Вот производительность 3060 или там 4060, все. Вот на этой производительности я бы предлагал зафиксироваться всем игровым разработчикам. Делать игры, которые блестяще выглядят на этой видеокарте на максимальных настройках графики и... все, потому что нужно понимать, развития стремительного больше не будет. Следующее поколение видеокарт, 50-я вот эта вот серия GeForce, я даже боюсь представить, сколько она будет стоить. Особенно сколько стоит 40-я серия. Ну, по факту, а не на бумаге, имеется в виду. Поэтому, уважаемые разработчики, будьте проще. Ну, а крупным игровым компаниям, держитесь там, пацаны. Здоровья вам, хорошего настроения. Отдавайте все свои франшизы китайцам. Китайцам за это спасибо Да, скажут. китайцы будут клепать на основании этих франшиз свои донатные помойки. И напоследок очень оптимистичная мысль. Если мы говорим о вот этой вот нашей игровой индустрии, которую мы сейчас с вами придумали, где консоли недорогие, при этом не очень И производительные. при этом их можно сразу взять с собой в Да, сумку да, и да, да, пойти при играть этом где они угодно. мобильные, все хорошо. Понятное дело, что двигателем останутся игры-сервисы, без этого никуда. Но, как мы уже не раз говорили, и как подтверждает нынешний кризис игр-сервисов, количество таких проектов не может быть бесконечным. Потому что у людей тупо нет времени на все игры-сервисы. Потому что, когда есть несколько крупных игр-сервисов, они этот сегмент заполняют. То есть эти игры будут, но будут игры и поменьше. Те самые AA, те самые игры категории B. Те проекты, о которых так с такой вот грустью вспоминал Шон Лейден в своем интервью, когда говорил, что вот раньше там можно было делать несколько игр там за 10-20 миллионов,
миллионов. Чё бы не вернуться в это время? Да, надо вернуться в это время. Начало этого года дало мне сразу несколько прекрасных игр. Принц Перси, недорогая игра, привет, Ubisoft, хоть и с засраным стилем. Like a Dragon Infinite Wealth, Pacific Drive. Ёлы-палы, я живу в верхнем интернете, если бы не долбанный Skull and Bones. Ну, в смысле, живу в верхнем интернете, играю только в хорошие игры. Вот, пожалуйста, куча недорогих, качественных продуктов, которые взлетают. Я очень хочу, чтобы игровая индустрия дальше шла по этому пути, а не вытуживала из себя 2-3 квадруплей проекта в год, которые при этом очень дурно пахнут. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на этот канал. И, кстати, напоминаем про преомега огромнейшее спасибо нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Boosty, спонсору, ютубчик или ВК. Друзья, работаем дальше. Как обычно, никакой эксклюзивной информации спонсорам мы не предоставляем. Мы просто благодарим вас и работаем еще усерднее. Пока. Пока. Блин, лучше б я из Казани любовницу привез, чем эту заразу. А что такое? Ну, хриплю, сопливлю, глаза слезятся, блин. Как называется? Это простуда называется? Наверное. Вот эта вот херня. Я не люблю простужаться. Да, неприятный А процесс. так бы ну, чуть-чуть с женой поскандалила. Говорю, ну нет, там люди так живут и все такое. Кстати, я когда про Казань рассказывал, перепутал мечеть и минарет. Там люди говорят, Виталий это назвал минаретом, как ему не стыдно? А я ж не знаю. Я ж типа лох. Это я потом залез в Википедию почитать, чем отличается мечеть от минарета. А чем? Минарет это башенка, которая торчит из мечети. Вот это вот мечети, там вот это раз башенка, 2, 3, 4, 5. Вот это минареты. Да. С них глашатые зовут на служение. По-моему, так это. Ну, колокольня в православной церкви выполняет плюс-минус ту же самую функцию. Вот, так что теперь я знаю. Мечеть это типа аванпост с вышками, а минарет это вышка. Так понятнее стало, Да, теперь так понятнее. Так что прошу прощения, друзья, это исключительно из-за моей неграмотности, которую я компенсирую по мере возможностей. Если обнаружите еще какие-то недостатки в моем образовании, смело их поправляйте. Я рад узнавать то, что мне неведомо. Кстати, там я в Казанском это еще вот эти четочки купил, мне так понравились, просто кайфово, да. Голубенькие такие, камушки. С кисточкой. Хвостик. Да, коты на эту кисточку, правда, реагируют. Логично. Болезненно. Что, боятся или? Не, наоборот, ну ты перед котом кисточкой любой помахай, он сразу будет такую стойку делать. Вот, пытаться это, да, укусить. Так вот, раз уж мы тут задумались про образовательный контент, мне тут друзья подарили кружечку. Я так понял, что можно, в общем-то, поучить вас, дорогие друзья, в том числе белорусскому языку. Ну и в качестве ликбеза, что такое поцелуйчики на белорусском языке? Это буська. Буська. Учите слово буська. Мне кажется, гораздо смачнее воспринимается, чем поцелуй. Ну, поцелуй. Это вот. Шмоки. Ну, как-то вот это вот, как-то вот поцелуй. буська как-то, Нет романтики. Буська. А буська, ну ты сразу чувствуешь, да? Бусечка такая. Потом у нас есть, я не знаю, в русском языке есть слово жменька? Не знаю. Потому что некоторые люди... Друзья, напишите, у вас там есть слово жменька? Потому что у нас это есть, почему-то здесь выведено на эту кружку. Есть бульба, ну это понятно. Ну, понятно, база. Да, и шуфлятка, которая тоже многих людей ставит в тупик русскоязычных. Они это называют, знаешь, как... Выдвижной ящик письменного стола. Выдвижной ящик. Ну это знаешь, как тоже немцы любят такие нагромождения. А тут все просто, шуфлятка. Такой, да. А тут просто, да, шуфлятка, правда, из немецкого языка тоже. Ну, неважно. Да. Это вторично. Часто. Да. Из немецкого или, наверное, из польского скорее, потому что поляки долго воевали с немцами, соответственно, часть слов перешла, а белорусы были частью Польши, поэтому тоже много слов перешло. В общем, занимательно. Ладно. Словопередачу. Словопередача. Передачу слов. Передаст. По-любому. Поехали. А знаешь, как по-немецки будет играть? Как? Шпилен. Да. Вот. Поэтому слово шпилить, это означает буквально играть только с таким немецким акцентом. Естественно. Пошли пошпилим в игры. Я не знаю, кстати, у нас так часто говорили, а в России есть такая терминология или нет? Шпилиться я знаю. Шпилиться, шпили-вили. Шпили-вили, да. Ладно, начинаем. Поехали, да. Так, приветствую вас, дорогие друзья.
начинаем, блин. Раз, два, три. Понимаю, тебе нравится, мне куда показывать, довольно будет. Нет. Ген, пока.